Растения, о которых я сегодня хочу рассказать, способны украсить не только ваш сад. С их помощью легко преобразить любой интерьер, садовую арку и беседку, а также придать красивый вид входу в дом, террасе и даже городскому балкону. С помощью этих декоративно-лиственных и пышно цветущих растений можно создать фантастические по красоте цветочные композиции, которые будут уместны не только в цветнике и на клумбе. Сегодня речь пойдет об ампельных культурах, которые великолепно смотрятся в подвесных кашпо, высоких вазонах и катках, на приподнятых клумбах, подпорных стенках и не только. Правильно подобрав сочетание подобных растений, вы сможете вырастить потрясающие по красоте и обилию цветов каскады, любоваться которыми можно будет с весны и до прихода осени. Очень удачно выглядит комбинация декоративно-лиственных культур с разными цветами и декоративными травами. Порой составленные композиции выходят настолько удачными, что любоваться ими хочется бесконечно. Роскошные ампельные каскады создадут ощущение настоящего праздника на весь теплый сезон. За это мы их и любим. Для создания подобных композиций подходит немало растений. Расскажу лишь о тех, которые мне показались наиболее интересными. Буду очень признательна, если вы поделитесь своим опытом и вариантами красивых цветов. Отдельное спасибо всем за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Невероятно простой в уходе и универсальный в применении многолетник – это вербеник монетчатый. С этим почвопокровником очень легко разнообразить дизайн своего сада. Его можно выращивать в микс-бордерах, на клумбах и подпорных стенках. Этот неприхотливый почвопокровник хорошо зимует в садах средней полосы. Его также используют для создания красивых ампельных композиций. Вербеник можно выращивать даже в домашних условиях. Особо красивые сорта с яркой лимонной листвой – Ауреа и Голдилокс, что в переводе означает «златовласка». Их золотистые косы из россыпи мелких, переливающихся на солнце листочков фантастически смотрятся в высоких катках и подвесных кашпо. Особенно эффектны они в компании с яркими пурпурнолистными растениями. Одно из самых удачных сочетаний золотистого вербеника с темнолистной ампельной эпомеей батат. Последняя на сегодняшний день пользуется огромным спросом у цветоводов всего мира. Ее охотно раскупают для оформления дизайна помещений и приусадебных участков. Она относительно неприхотливая и хорошо разрастается. У эпомеи батат разнообразная цветовая гамма листвы, которая бывает красной, золотистой, пурпурной и даже фиолетово-черной. Из этого растения можно создать фантастически красивые каскады гирлянд и роскошные цветочные композиции. Все, что ей необходимо, это хорошее освещение, нечастый полив и внесение удобрений для декоративно-лиственных культур. Особенно эпомея любит калийные подкормки. Для этого можно использовать непосредственно золу или ее настой, который готовится из расчета на 10 литров воды 1 стакан просеянной золы. Плюсом эпомея батат достаточно засухоустойчива. Своевременный полив потребуется только молодым растениям, что очень удобно для занятых цветоводов. Однако это ампельное растение теплолюбивое. Зимовать в холодном саду оно не сможет. На зиму горшки придется занести в дом, в теплое и светлое помещение или выкопать клубни корни для сохранения. Вы, наверное, удивитесь, но клубни этой эпомеи еще и съедобные. По сути, это тот же сладкий картофель, то есть батат, который не только вкусный, но и полезный. Очень красивое сочетание темнолистной эпомеи батат с серебристой дихондрой. Последнюю особенно часто используют в ландшафтном дизайне в качестве эффектного декора и озеленения помещений. Дихондра славится своими изящными, неспадающими побегами и привлекательной листвой. Очень изысканный зеленолистный сорт изумрудный водопад. Его многочисленные тонкие стебли и мелкая листва создадут вид струящейся воды. Не менее эффектные сорта с серебристой листвой, серебряные нити и серебристый водопад. Ампельную дихондру можно выращивать в саду как почвопокровное и многолетнее растение, но только в садах с мягким климатом. В холодных регионах ее придется заносить на зиму в теплое помещение с температурой не ниже плюс 10 градусов или выращивать как однолетник. Ее роскошные серебристые длинные косы будут красиво струиться с подпорных стенок и предподнятых клумб. Кашпо с дихондрой легко украсит балкон, садовую арку, беседку и перголу.
Очень эффектно развивают свои длинные стебли при каждом дуновении ветра. К уходу дихондра неприхотлива, хотя предпочитает хорошее освещение и высокую влажность воздуха. Стоит отметить, что сорта с серебристой листвой более засухоустойчивые. Одно из самых ярких и обильно цветущих растений, которое заставит обратить на себя внимание кого угодно, это ампельная бегония. Таких красивых культур надо еще поискать. Размер ее многочисленных махровых цветов достигает 6-8 см в диаметре. Существуют сорта белых, розовых, оранжевых, лососевых, желтых и ярко-красных окрасок. При несложном уходе ампельная бегония цветет невероятно пышно и долго, все лето и осень. Цветы распускаются парно в каждой пасухе листьев, чуть ли не по всей длине ее дугообразных стеблей. В период цветения, а это не менее 6 месяцев, куст похож на роскошный цветочный фонтан. В домашних условиях при хорошем освещении, внесении удобрений и своевременном удалении увядших цветов эта культура будет цвести долгих 10 месяцев. Только представьте, какой красотой можно украсить свой интерьер. У махровой бегонии особо эффектные по красоте и размерам цветы. Листва также имеют свою декоративную ценность. Невероятно красивы сорта бегоний с яркими цветами и темной листвой, которые будут удачно смотреться в компании с еще одним ампельным растением под названием гелихризум. Особой популярностью пользуется сорт с серебристой листвой Silver Mist, что в переводе означает «серебряный туман». Его тонкие изящные стебли и бархатная серебряным отливом листва всегда привлекают к себе внимание. Растение можно назвать легким в уходе и засухоустойчивым. Чтобы гелихризум показал себя во всей своей красе, его необходимо выращивать на солнечном месте. В подвесных конструкциях не менее красиво выглядят радисканция и коллизия. Из последней мне особенно нравятся сорта с яркой вариегатной листвой – бианка и розовая пантера. В саду их можно использовать как эффектные почвопокровники, но только в качестве однолетников или с выкопкой растений на зиму. Морозы они не выдерживают. А вот пестролистный барвинок можно выращивать не только в домашних и теплых условиях, но и в садах средней полосы. Это совершенно неприхотливый и универсальный многолетник, который уходит в зиму с яркой листвой. Он отлично растет как на открытых участках, так и в тенистых местах. К составу почвы непритязателен. Барвинок красив своими тонкими, длинными побегами и декоративными листьями. Эффектно смотрится сам по себе и особенно в цветочных композициях. К тому же он еще и симпатично цветет яркими голубыми цветами. Еще одно растение, которое поразило меня окраской своей осенней листвы и ярким цветением, это цератостигма плюмбаговидная. Об этом красивом растении стоит выпустить отдельное видео. Вид ее красочной листвы в сочетании с яркими синими цветами способен украсить не только сад, но и подвесные кашпо. Если вы хотите создать яркую по цвету композицию, посадите ампельную виолу. Она вырастает красивым шарообразным кустом высотой около 20 см, который во время цветения покрывается огромным количеством красочных, однотонных или разноцветных ароматных цветков, достигающих в размере около 5 см. Длина побегов у различных сортов может достигать от 30-45 см до 60-75 см. Большинство из них при должных условиях выращивания отличаются ранним и длительным цветением, которое без перерывов длится с весны и до самых заморозков. Украсить подвесные кашпо можно с помощью лобелии и ампельной вербены. Эти цветы не только красиво, но и долго цветут. Такие неприхотливые культуры можно выращивать в саду и для декорирования интерьеров, но их в основном выращивают как однолетники. Создать красивую подбивку кадочным растениям можно с помощью ароматной и обильно цветущей лобулярии. Эти цветы будут отлично смотреться по краю садовых дорожек, на клумбе и в ампельных композициях. Очень эффектно и долго цветут всевозможные каскадные петунии и пеларгонии. Существует много самых разных сортов с крупными яркими цветами, которые будут радовать вас весь теплый сезон. Но для обилия красивых цветов эти культуры необходимо выращивать при хорошем освещении, своевременном поливе, удалении отцветших цветов и внесении удобрений.
Список ампельных растений можно продолжить и дальше. К сожалению, о всех в одном видео рассказать невозможно, поэтому я буду благодарна, если вы дополните меня и предложите свои варианты цветов в комментариях под этим видео. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.